В Эверглейдс, штат Флорида, тишина — это признак того, что кто-то ест. Но пятиметровый аллигатор, которого местные прозвали «старый глотатель», не ел уже 8 дней. Он просто висел в мутной воде у берега, застыв как гранитное изваяние. Его челюсти были сжаты так плотно, что сухожилия на морде вздулись стальными канатами. Из пасти торчал край чего-то гладкого, ярко-красного. Местный биолог Марк первым почуял неладное. Аллигаторы — это машины для убийства. Они не позируют неделями. Стало ясно. Звери в ловушке. Челюсти заклинило. Когда Марк с командой вытащили гиганта на понтон, в воздухе повис запах, который не спутать ни с чем. Запах старой крови и сжёного пластика. Зверь был изнурен, он даже не сопротивлялся. Глаза рептилии, обычно холодные и пустые, казались налитыми безумной болью. «Ставьте распорки, живо!» — скомандовал Марк. Гидравлический домкрат с трудом начал раздвигать пасть монстра. Металл хрустел о зубы. И вот, когда щель расширилась достаточно, чтобы просунуть руку, свет мощного прожектора упал внутрь. Марк замер. На языке крокодила лежал ярко-красный авиационный черный ящик, но он не просто застрял, он был вживлен. Края металлического корпуса были оплавлены и буквально срослись с небом и языком зверя. Но в ужас спасателей привело не это. Из динамика внутри ящика, сквозь хрипы и помехи, начал доноситься человеческий шепот. Голос называл имена всех присутствующих на понтоне. По порядку. «Марк. Сара. Том», — доносилось из пасти аллигатора. В ту же секунду из-под кейса, из самой глотки монстра, начала вытекать густая, светящаяся в ультрафиолете жидкость. Но самым страшным был звук. Глубоко внутри крокодила что-то затекало. Не как бомба, а как метроном, ускоряясь с каждым словом, которое произносил мертвый голос. «Бежим!» — заорал Марк, первым прыгая за борт в темную воду. Команда посыпалась с понтона, не разбирая дороги. Они не оборачивались, пока не достигли берега. А когда обернулись, на понтоне было пусто. Ни крокодила, ни ящика. Только мокрый след, уходящий обратно в глубину болота. Спустя час на их телефоны пришло одно и то же сообщение. Запись их собственного крика на понтоне, сделанная изнутри крокодила. В ту ночь они поняли. Эверглейдс больше не принадлежат животным. Там поселилось нечто, что использует хищников как носителей для своей связи.